За мной приехала скорая. Температура, ломка, 90% поражения легких, РНК положительный. Ой, это было ужасно. Не готов я, короче, умирать. Игорь, я знаю, что вы переболели ковидом. Расскажите, как это было? Ой, это было ужасно. Температура, ломка, потеря вот этого обоняния, да, то есть, вкуса. В общем, когда болезненное состояние, на самом деле, все эти симптомы, которые описывают, они все у меня были. Супруга мне говорит, Катя, говорит, так иди, мазок-то сделай. Вот. Ну, я пошел и сделал. И мазок раз показывает, что РНК там какой-то положительный и так далее. Прихожу домой, Катя говорит, ну как у тебя? Я говорю, положительный у меня РНК. Она говорит, так за тобой сейчас приедут. Собрался я к врачу записываться. И тут мне сообщают, что по месту моей прописки, значит, там за мной приехала скорая. Значит, на все телефоны мне звонит, значит, где Игорь Владимирович и так далее. В общем, ищут меня. И скорая за мной приезжала по месту прописки. Но я не живу по месту прописки. В общем, не смогли найти меня эти люди. Вот если сейчас видео это смотрят, значит, вот он я. В общем, так прошла неделя. Сделал КТ. На КТ, значит, этот врач все посмотрел, говорит, все чисто. И видишь, что мне говорит врач, который делает КТ? Он говорит, понимаешь, как к нам приходят с положительными метками по РНК, мы их проверяем, у них чисто все. Приходит с отрицательными, мы проверяем, у него полные легкие, там все больные. Говорит, корреляция какая-то не очень устойчивая. Да, но тем не менее, что самое главное, что как только мне стало плохо, я ушел в самоизоляцию, 2 недели просидел дома, грубо говоря, лечился. Как с семьей вопрос решился? Куда-то увезли их на изоляцию, заболел ли кто-то? Нет, семья прекрасно ходила рядом, в социальное дистанцирование, там все дела вот это. 1,5 метра. Я говорю, так, не подходи ко мне. Конечно, было сложно, потому что жена не могла подходить, целовать меня. И я тоже не мог подходить. Вот так, на расстоянии. Обменивались воздушными поцелуями. Где вы подцепили коронавирус? Я ездил, болтался, где в Санкт-Петербург ездил. Там. Привет питерцам передаем. Да, привет, Питер. Поезда, самолеты, переезды, то есть, какие-то встречи. В принципе, встреч было не очень много, но вот в Питере я много встречался с людьми. То есть, так, если по статистике говорить, количество встреч, то в Санкт-Петербурге была самая насыщенная, так сказать, программа. Поэтому давай поставим, что в Питере. Короче, я заразился в Петербурге, поэтому, ребята, не ездите в Петербург, там заразно. Еще очень интересно узнать, как вы лечились. Потому что сейчас… Это очень интересно. Да, лекарств людям не хватает, больничных коек не хватает, людей оставляют, по сути, без лечения. У вас наверняка какие-то особенные лекарства есть для миллиардеров. Расскажите о них. Как вы особенные лекарства. Так, я считаю, да, это очень особенное. Первое, имбирный чай. Имбирь, мед, лимон, кипяток. Чай. Пока вполне себе доступно. Да, наливаешь, пьешь. Много пьешь, постоянно много пьешь. Это раз. Вот это самое основное лекарство. Дальше добавляем в рацион витамин D. Витамин D, это для активации иммунитета. Витамин С, понятно, какие-то эти все аскорбинки там, и так далее. И дальше мне врач, когда КТ проверили и все чисто, врач сказал, значит, для профилактики, потому что я что-то кекал, то есть подкашливал немножко, врач прописал мне ингаляции. Игорь, вы переболели очень легко, без осложнений, без какой-то сверхзавышенной температуры, но не у всех так получается. Как вы думаете, почему вам удалось переболеть настолько легко? Ух ты! Во-первых, мне также было страшновато. Думаю, сейчас как накатит там.
90% поражения легких. Ну, что тут может быть смешного? Нет. Но если говорить о том, что конкретно мне помогло, и в чем я уверен, да, первое, алко-нарко-враг ухудшает состояние. Я уже сколько там, 6-7 лет не выпиваю вообще ничего, не курю. Потом, конечно, вот эти вот вещи. Слушай, я помню, когда я курил, когда приходила вот эта вот сезонная вирусная инфекция, как меня скручивало там. Катастрофа. Антибиотики, там, уколы. Вот. Когда я курил. Сейчас я не курю, не пью. Спорт, йога, там, туда-сюда, там, это самое, да, все. Конечно, вот такой жизненный тонус, хорошее настроение, хороший физический тонус, чувство, ну, собственное, там, такое достоинство какое-то, хорошие дела, которые мы делаем, значит, там, по социально преобразующим действиям. Все это создает какое-то такое вот основание, знаешь, что умирать не время, короче. Понятно? Ну, вот не готов я, короче, умирать. Сейчас потихоньку принимают ограничивающие меры. Заставляют носить маски, лучше это контролируют, перчатки, везде стоят антисептики. Недавно мэр Екатеринбурга, например, сказал, что можно выбрасывать ковид-диссидентов из автобусов. Вы что делаете-то? Что вы думаете об этих мерах и соблюдаете ли сами все эти ограничения? Общее такое мнение следующее, что надо дышать чистым воздухом, ну, ничего нового, да? Нужно руки мыть, гигиену соблюдать. Это действительно надо, но это всегда было надо. А вот дальше возникают те самые глупости, о которых ты перечислил. Перчатки. Ну, как можно защититься от вируса в перчатках, если на перчатках вирус, и потом этими же перчатками берут свои перчатки, да? Ну, короче, уже все доказано, передоказано, что ерунда это все. Ну, когда ты находишься в большом скоплении людей, ну, наверное, надо одевать маску. Если у тебя идут какие-то выделения, ты кашляешь, ты недомогание, нужно закрыться. Вы носили маску? Конечно. Когда вот я прихватил, у меня я такой весь в маске, все такой примерный, чтобы дома даже ходил вот в маске там. На самом деле вот эта истерия, которая сейчас есть, ну, в ней как-то очень много глупостей. Тот, кто болеет сейчас, все грешат на корону. Ну вот представь себе, конечно, это очень вызывающе. У человека аппендицит. Его везут в больницу, у него острый аппендицит, все, у него схватки, вот, ну, все, его надо оперировать. Его везут в больницу, в больнице правила, проверка на вот эти вот все дела, коронавирус и так далее. Лаборатория не работает. Чтобы проверить, надо ждать время. У человека острый острый аппендицит. Короче, сутки проходят. Сутки. За это время острый аппендицит у человека превращается уже, ну, все, обострение. Пошли, ну, такие обострения. Еще чуть-чуть, еще 2 часа, и человек умрет. А как думаете, будет ли второй карантин, ну или какие-то ограничения вообще серьезно? Думаю, что не будет. Ну, какой карантин, если магазин, значит, маски что-то там требует, а в метро люди, вон, скопление, а в очередях, вон, сколько люди стоят. Вот. Поэтому все эти самоограничения или ограничения, ну, реально, они, наверное, хороши для того, чтобы, ну, как-то там проявить себя представителям власти. Мы заботимся, и в порыве нашей заботы о вас мы там хотим вот это сделать. Но они никакого результата не дают. Статистика показывает удручающие показатели влияния. То есть мы заболеваем ровно так же, как мы заболеваем без этих мер. Все. Правы те, кто говорит, что мы все равно все переболеем. Ну да, поэтому надо не спешить переболеть. Здесь нечего добавить. Давайте не будем спешить болеть. Но мы все равно все переболеем.
Игорь, первый раз нас закрыли на карантин и самоизоляцию, когда число заболевших было порядка 5-6 тысяч. Сейчас уже сильно больше 10 тысяч в день. Да. Почему вы думаете, что наше правительство все-таки не введет? Это связано с ухудшениями основных показателей экономики? Отчасти, да. Но начну чуть-чуть за полшага до этого. Ковид – это политический инструмент. Абсолютно мощный и очень серьезный политический инструмент. И первая волна закрытий, карантинов в Европе, в России, да и во всех странах практически, за исключением, там, не знаю, Швеции, да, и Белоруссии, она привела к очень мощным политическим последствиям. Социальные волнения, там, обвал экономических цепочек и так далее. Но политики в этом смысле, они заняли вот эти вот доминирующие высоты, они смогли показать, кто в доме хозяин. То есть легитимизация насилия, то есть, представляешь, да, люди дали политикам власть, и политики использовали эту власть, чтобы жестко внедрить какие-то вот эти вот меры ограничений, принудить людей там, носить маски, сидеть по домам, еще что-то. Обвалили экономику, можно сказать, своими руками. Но политики выполнили, скажем так, свою миссию. Они показали, кто в доме, кто в странах обладает властью. Практически все. А теперь смотрите, что происходит сейчас в Китае, например. В Китае нету практически регистрации новых случаев заболеваний. Почему? Очень просто. Что? Никто не болеет? Да, гриппом не болеет осенью, да, никто не болеет. Да нет. Просто-напросто Китай выключил коронавирусные или другие вирусные инфекции из сферы политических инструментов. Выключил. Все, политическая установка такая, скажем, ребята, люди болеют и болеют, но не надо придавать этому какое-то там значение решающее, кричать об этом, говорить. Будете говорить, мы вас закроем. Все, в Китае никто не болеет. На самом деле, конечно же, болеет. Просто никто об этом не говорит. Поэтому смотри, вторая волна в России уже идет. Политики в России, как и в Европе, опять вторая волна грядет, ограничения и так далее. То есть политический инструмент уже включен на полную. Но вот экономических ограничений, а именно объявление выходных, да, объявление закрытия каких-то там производств и так далее, я думаю, 10% снижения экономики стран достаточно показать, какая плата за вот это.